Таймер подходит к концу. Время до нового релиза сокращается с каждой секундой. И вот момент истины. Выходит новый альбом, а вместо таймера на сайте появляется фильм «Лук Килла». Но на территории России и Беларуси видео недоступно, как в общем-то и сам альбом. Релиз можно послушать разве что в Spotify, однако Spotify тоже заблокирован. Но вы можете обратиться к ребятам из SP Spotify Premium. Они помогут вам подключить аккаунт по доступным ценам на 3 месяца или на год, и не придется использовать ненадежный VPN и сторонние сайты. В телеграм-канале вы также найдете интересную информацию о фишках Spotify, подборку плейлистов. Переходите по ссылке в описании и оформляйте себе подписку на Spotify Premium. Согласитесь, круто, когда альбом является не просто сборником однообразных треков, а рассказывает какую-то историю. Как, например, альбом Кендрика Ламара Good Kid, Mad City, о трагичной истории из его жизни. При этом, вслушиваясь, ты полностью погружаешься в эту историю и уже не слушаешь рэпчик. Ты, блядь, смотришь фильм в своей голове. Ты чё, блядь, Skillz нахуй или Валера молодой? А скиты в виде аудиосообщений лишь усиливают эти ощущения. Или же когда исполнитель создает некое новое амплуа, персонажа для своей работы, отделенного от его настоящего образа. И этот персонаж, он помогает установить связь между миром звуковых ощущений и реальностью. И вот If Looks Could Kill для меня именно об этом. Понимаете, я люблю музыку, я люблю фильмы ужасов, культовые фильмы 90-х, начала нулевых, иногда даже туповатые слэшеры. И прослушивая трек Brazy Girls с альбома, я чувствую себя Патриком Суэйзи внутри атмосферного фильма. К моему большому удовольствию, Лон сделал короткометражную картину, как чертов Канье Уэст, хоть и не в таких масштабах, или как все тот же Кендрик Ламар, чей визуал не отстает от визуала Канье. За неделю до релиза я задумался о том, что с таким концептом это было бы просто гениально. Сделать слэшер со своим персонажем. Учитывая, что в недавнем интервью он заявлял, что хотел бы срежиссировать свой фильм. Хоть за режиссуру отвечал JMP, который уже работал с Бобби над другими клипами. Лонели создал свой мир, пропитанный канонами культовых фильмов ужасов, проводником которого стал его персонаж Лук Килла, который упоминается в некоторых треках с релиза, позирует на одной из обложек и является антагонистом фильма. Отличительной частью его образа является маска. Вразрез с привычным экранным убийцам на ногах у него не военные берцы, а боты от Balenciaga за $1500. Настоящий фэшн-демон. Как множество популярных антагонистов слэшера, он обладает мистическими способностями. Его присутствие определяется звуками из цифровых устройств, из-за которых у людей глаза вылазят. Буквально. Забавно, что я нашел 3 фильма с названием If Looks Could Kill, разных эпох и с совершенно разным сюжетом. Фильм 86 года про частного детектива, который следил и снимал женщину. Впоследствии его записи обернули против него же. Далее фильм 91 года про старшеклассника, который стал шпионом. И фильм 2016 года про психически нездоровую женщину, манипулирующую 2 мужиками, что приводит к стрёмным последствиям. Главным источником вдохновения послужил фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Даже если взглянуть на оригинальную обложку, можно понять, что Лон пародирует злодея из вышеназванного фильма. Крюк, плащ, все на месте. А если обратиться к постеру его собственного фильма, достаточно попробовать найти 10 отличий. Что смешно, даже здесь уделяется внимание значимости модного вкуса для Лонели. Не раз упоминается его отличная одежда. Wow, I love your pants. What material is this? Что является неформальной отсылкой к его микстейпу No Stylist. Ранее он мог указывать себя в качестве стилиста в описании под клипами. Типа ему не нужен стилист. No Stylist. Или же таким образом раскрывается нарциссическая натура самого Лонели. Ну это все лирика. И еще одна прелесть таких фильмов – наличие интриги. Кто ж, блять, является убийцей? В начале фильма нам представляют персонажей, среди которых убийцей может быть абсолютно каждый. Быть может, это ревнивая фальшивая подруга главной героини, которая без ума от Бобика, или этот пушистый торчок. Может, Кен Карсон, хотя ему не нужна маска, чтобы выглядеть как вурдалак.
Быть может, это сама главная героиня, которой надоели посредственные взгляды на жизнь ее окружения. Понятное дело, что Лон является самим убийцей. В результате все действующие лица становятся жертвами, однако концовка остается открытой. Как я уже сказал, визуал оставил у меня лишь положительные эмоции. А что касается звука, давайте обсудим. Лонели не затрагивает каких-то высоких тем в своих текстах и даже не пытается погрузить в историю слушателя. Эту работу выполняет Лук Килла, который загадочным эхо проскальзывает в некоторых треках. Сам текст в своей основе состоит из перечислений достоинств жизни успешного рэп-исполнителя и еще больше о нахождении в опьянении и потреблении веществ. Вы не услышите описание некой музы артиста. Со всеми упомянутыми женщинами он познакомился в красной комнате, что он интересно описывает строчкой из трека Red Light. Красный свет врезался в мой мозг, но я не помню тебя. Лон любезно знакомит нас с достопримечательностями Атланты, популярным стриптиз-баром в Атланте, Magic City. И это не был бы несерьезный рэп без многочисленных отсылок на поп-культуру, фильмы и так далее. Альбом открывается песней How You Feel и цитатой из старого, я бы даже сказал, очень старого фильма ужасов 1973 года «Мессия зла». Очень странное и, быть может, этим привлекательное кино. Тогда зрители пытались пугать не бесконечным потоком скримеров, а странными предпочтениями в потреблении пищи. What do you do with them? Do with them? I eat them, that's what I do with them. Первые 3 трека выделяются битами с электрогитарой, за это ответственен продюсер Картер Брисон. Лонли решил попробовать экспериментальное для себя звучание, хоть и не полностью уходит в него на этой работе. Перед выходом альбома Лон решил провести тест-драйв этого звука и опубликовал If Looks Could Kill за 2 месяца до. Как вы знаете, звук оказался достаточно популярным и мемным. Наверное, с коммерческой точки зрения это хорошо, но для последующего восприятия это сказывается негативно. Трек, который ассоциируется у меня с этим альбомом, это не If Looks Could Kill, как многие могли подумать, а Brazy Girls, который создает в голове эффект ностальгии и отлично сочетается с визуалом. Эта магия происходит за счет ретро-вейв бита. Его автором является CXD совместно с парочкой других продюсеров. На своем YouTube-канале он разобрал свою работу, поэтому если среди зрителей есть битмейкеры, можете глянуть. Оставлю ссылку в описании. Гитара и вайп с интересным концептом являются жирным плюсом этого проекта. Но так ли все однозначно на самом деле? Во-первых, 2 дюжины треков это много. Бля, очень много. На большом количестве треков специфическая обработка вокала странным образом сочетается с флоу Лонели. Через определенное количество прослушиваний начинает резать ухо. Кажется, что он читает в бутылку. А фит со Шваброй вообще меня разочаровал, если честно. Подводя черту, хочется сделать некоторые выводы. Лучше ли If Looks Could Kill, чем No Stylist? Нет, не лучше. Треки с предыдущего сборника намного легче и проще воспринимаются. Но от этого If Looks Could Kill плохой альбом? Определенно нет. Визуал и звук с альбома — это аттракцион, который дарит эмоции. Альбом недаром занимает топы Spotify и Apple Music. Мама, я был на концерте у Destroy Lonely. В игре Roblox состоялся тематический концерт If Looks Could Kill. Но тут Трэвис Скотт со своим перформансом Fortnite блекнет на фоне. В лобби я встретил настолько мощных личностей. Барбери Эри в риках на ногах, Канье Веста, который думает, что он Destroy Lonely, посидел с уважаемыми вампами и даже Кин Карсона встретил. Достаточно забавное мероприятие, в особенности его завершения. Destroy Lonely ушел со сцены. Ну а что, рок-звезда. Следующий проект должен быть совместным с Кин Карсоном. Opium Twins. Хочется, чтобы это был простой микстейп с хорошими треками. Может быть, Лон залетит на альбом Карти? Думаю, время покажет.